Добрый день всем. Меня зовут Марченко Виктор. Я с 96-го года работаю психологом. И сегодня вопрос такой, почему начинающему психологу нужно работать. По большому счету, начну с основных тезисов, что психология как таковая или обучение психологии в университете, это по большому счету это просто гуманитарная наука. Это очень хорошее погружение в философию, погружение в смежную социальную психологию, социологию. Это погружение в дефектологию, то есть вы начинаете понимать, что происходит, когда у нас мозг не работает нормально, в нейрофизиологию, в нейропсихологию, но в сущности это не даст вам работу. Если мы говорим про работу именно в частной практике, то есть это не научит вас работать, то есть потому что академического психолога там основное обучение в том, чтобы вы стали хорошими исследователями в области психологии. То есть если вы пишете курсовые, там очень много методов мат-анализа и так далее, то есть вы становитесь хорошим экспериментатором, но это не очень мало что вам дает именно в реальной практике. Поэтому обычно я всем советую сразу начинать работать. Потому что если вы не работаете, то вы не знаете, как эти знания, которые вам дают в ВУЗе, как они применяются в поле, как они работают с реальными пациентами. Потому что эти все знания, они необходимы. Они действительно необходимы, и психологи, у которых есть базовое психологическое образование, они как-то на голову выше тех специалистов, которые приходят из других областей, и они проходят какие-то курсы, либо проходят какое-то просто обучение психологическим техникам. И тут нужно определиться, что такое вообще техники психологические. Потому что, с одной стороны, у нас есть директивные, один полюс директивных техник, с другой стороны, недирективных. И чем более недирективные техники, тем выше нужен профессионализм психолога. Потому что это звучит так ужасно, директивный, это прям какой-то ужас. Но по большому счету это просто инструкции, которые написаны и которые легче всего выполнять. То есть начинающие начинают с директивных, потому что там есть четкие инструкции, как, например, в НЛП или в гипнозе, что тебе нужно сделать. Или, например, в холотропном дыхании, в телесно-ориентированной терапии. Тебе просто нужно выполнять некоторые упражнения, инструкции или КПТ. То есть мы просто берем и даем набор директивных методик, то есть мы даем директивных инструкций, которые должен выполнить наш подопечный. И в предыдущих моих видео разгорелись дебаты по поводу того, что психолог должен пройти обучение, он должен быть этичным, то есть за этим должен следить кто-то, какой-то там орган и так далее. Давайте посмотрим на Запад. То есть на Западе там довольно серьезная школа психологии, и они уже с этими проблемами сталкивались. То есть там нет какого-то органа, который бы заведовал всеми психологическими услугами. Просто есть общественная аккредитация. То есть вы проходите какую-то специализацию, и в этой специализации существует общественная организация специалистов в данной области. И эти специалисты, если вы входите в эту организацию, если вы не входите в эту организацию, вы вообще не можете работать. То есть в какую-то организацию, которая признана на уровне Минздрава или еще кого-то, вы просто не можете работать. Или можете работать на уровне народных целителей. То есть вы не получаете страховые какие-то выплаты, больничные кассы и так далее. И в этом отношении, то есть придумывать какой-то орган лицензирования из чиновников, это бред сивой кобылы. То есть он приведет просто к тому, что будет просто больше денег тратиться, а на самом деле качество услуг не повысится. Качество услуг повышается, когда у нас есть общество,
по данной квалификации, который вырабатывает этический кодекс, который в какой-то мере там соответствует, ну, больше в базовых там, случаях он соответствует этическому кодексу психолога, но там есть какие-то разночтения, которые, скажем, не подходят там, для разных специализаций. Ну, например, там, для психоанализа прикасаться к пациенту, как бы это вот уже это нарушение рамок. А в телесно-ориентированной терапии это норма, или, например, в гипнозе это норма, и, собственно говоря, что там? То есть это заложено в их методике работы. То есть, ну, опять же, как бы есть реально там прикосновение гипнотизера, который берет там руку, чтобы сделать из нее каталепсию, да, у пациента, это одно. А там обнимать и заниматься с ним сексом, это, конечно, другое. И, соответственно, в любых реальных сообществах это осуждается, и как бы вот это неприемлемо. Да? Вот. Потому что любая техника в психологии – это этика, а этика есть техника. Да? То есть они очень сильно взаимосвязаны друг с другом. Ну, основной вывод такой, который мы можем сделать, что определять профессионализм психолога может только вот это профессиональное сообщество, в котором он состоит. И те технологии, которые он применяет, это может этим заниматься это общество. Есть очень большой тренд, да, на то, чтобы делать эти техники, верифицировать в плане того, чтобы их можно было включить в государственный реестр услуг. И сейчас очень многие направления, если, например, там 15-20 лет назад там было 8-12 школ, сейчас этот список увеличился, этих школ. И, собственно говоря, ну, мы говорим про Запад, да? Вот. И в этом отношении, в этом отношении как бы есть у пациентов больший выбор, да, куда они могут идти. Вот. Но у нас вопрос, почему начинающему психологу нужно работать. Да? Я уже сказал тезисно, да, что первый тезис, что с одной стороны психология – это очень шикарное образование для того, чтобы научиться быть исследователем в области психологии, но оно, по крайней мере, в том виде, в котором оно существует, да, когда в наших вузах, оно никак вам не даст никаких вам преимуществ в работе, в частной практике. И я говорю обычно, как бы, вот вы начинаете вот с директивных техник или там технологий, которые четко прописаны, да, что, как делать. Ну, например, давайте начнем просто, вот, например, с карты Таро. Это не психологическая услуга, я не слышал, чтобы ее как-то включали, но это пример очень жесткой директивной технологии. То есть у вас есть карты, вы как-то их там, у них там определенные есть значения, названия, то есть вы их там выкладываете, и, собственно говоря, ну, это какая-то такая проективная методика, и вам там пациент или клиент, он вам на них реагирует. В итоге, какой результат мы получаем? То есть тут нужно понимать, какой результат в психологии люди получают. То есть вот карты Таро, я почему говорю, что это вот пример, да, таких психологических услуг или пример такой низовой, да, вот такой директивной технологии, потому что люди получают снижение тревоги. Но снижение тревоги – это вот, скажем, оксюморон или вот общеизвестный такой вот парадокс, который возникает, например, в приемной у врача, когда вы приходите к доктору, и у вас тревога снижается, и, соответственно, боли какие-то снижаются, у тебя уже полегчало. Вот. Это известная штука. Почему? Потому что тревога – это обычно состояние неопределенности, какого-то хаоса. И вот, ну, если тебе его как-то определили при помощи карт Таро, при помощи каких-то там медицинских манипуляций, либо психологических каких-то техник, то есть тебе вот первый эффект, который мы наблюдаем в психологических услугах, это снижение тревоги. Но если мы говорим про долгосрочную терапию, то снижением тревоги там не обойдешься. То есть как бы вот главная цель, например, долгосрочной терапии, которая длится как минимум год, это изменение структуры «я», это изменение психологической структуры. Вот. И мы должны увидеть, да, что изменилась, во-первых, идентичность, а это ответы на вопрос «кто я?»,
и изменились ценности. То есть зачем я, почему я, для чего я. Вот эти вот вещи, да, то есть у нас есть какие-то, вот как говорил Юнг, есть вечные вопросы, на которые мы должны отвечать. А это вопросы: зачем я живу, кто я, куда я иду, что я хочу испытывать при этом. И эти вопросы, которые мы задаем себе в течение жизни регулярно. Это не говорит про то, что если вы нашли какой-то смысл, и вот вам стало хорошо, то есть, то у вас все классно. Да? То есть как бы вот люди там думают, что если они вот прошли какой-то там этап в психологии, да, они как-то справились с предыдущими проблемами, они просто перешли в следующий класс, потому что реально долгосрочные проблемы, которые волнуют людей, они длятся годами. То есть это вот, ну, как бы похоже про день сурка, и вот вы просто там оставались на второй год постоянно, тут вы раз перешли в следующий класс. Ну что у вас, да, у вас проблемы те вас не волнуют, но у вас появились какие-то новые задачи и новое понимание себя. Да, и вот в этом отношении как бы вот долгосрочная терапия или вот, ну, профессиональная психология, она занимается вот этими большими вопросами, изменением себя. И мой такой тезис, да, я за то, чтобы начинающий психолог сразу начинал работать. Почему? Потому что вот эти директивные технологии, которые у нас есть, они есть в большом количестве. Это КПТ, это, ну, когнитивная поведенческая терапия, то есть она сплошь состоит из вот таких техник. Да, вот, наблюдайте за собой, записывайте, и там будет вам счастье. То есть, и действительно, то есть она дает результат. Она уменьшает тревогу, она дает, углубляет самопонимание, потому что взрослого человека невозможно изменить извне. Да? То есть взрослого человека мы можем только создать ситуацию, в которой он понимает про себя больше, и, соответственно, он может принимать новые решения по поводу себя и своей жизни. И как это связано с работой, да? Просто если вы работаете уже хотя бы, да, вот вы берете там эти техники, чем хороши всякие техники? Потому что им легко обучиться, но у них довольно короткая жизнь. То есть там 10-12 сессий, на которых пациент будет уверенно у вас работать, да, и там давать результат. То есть у вас будет снижаться тревога, у вас будут решаться какие-то краткосрочные проблемы, у вас, возможно, вы дойдете до каких-то травм. Травмы, кстати, очень легко лечатся. Почему? Потому что травма – это какое-то событие негативное в прошлое, которое там построила так систему ценностей, что, например, там, ну, вот в эту сторону не ходи, или вот, ну, там, за горячее не хватайся, да. И многие такие какие-то вот психологи, они говорят, что наше эго, оно состоит из шрамов прошлого опыта. И, собственно, это как бы вот, ну, это норма. Другое дело, вопрос в том, что если какие-то вот эти шрамы мешают нам думать, и наша задача психолога – увеличить способность думать о себе, увеличить доступность, да, материала изнутри и как бы вот материала по поводу будущего. Потому что нас в большинстве случаев нас волнует наше будущее. То есть прошлое нам мешает. То есть надо убрать то, что нам мешает в прошлом, да, и подумать, что нас беспокоит о будущем. Да. То есть многие люди просто, тревога, она просто закрывает будущее. И таким образом, скажем, ну, отличие, там, например, директивных техник от недирективных, это примерно как если мы берем аналогию с художником, то есть, например, рисовать по трафарету, либо там по точечкам, да, и рисовать на белом холсте бумаги. То есть вы понимаете, что как бы вот профессионал, как бы он рисует условно на белом холсте бумаги, у него есть холст, и он на нем как бы вместе с пациентом рисует какую-то картину. Либо как бы вы берете техники, и вы заранее знаете, что вы, ну, нарисуете эту картину, там, хотите вы там того или не хотите. Другое дело, что эти техники, у них есть, почему у них они долго не работают, да, что через какое-то время просто мозг выстраивает против этих техник точно такие же защиты и сопротивления, которые он выстраивает против других способов вмешательства, которые делал этот человек в течение жизни.
через какое-то время любые техники перестают работать. У нас есть феномен, который возникает между психологом и пациентом. Это феномен чтения бессознательного бессознательным. То есть через какое-то время ваш пациент знает про вас все, даже если вы ничего про себя не говорите. Вот. И это ограничивает работу и эффективность любых техник, которых мы делаем. И у психолога, да, начинающего, есть такая сцилла и харибда. С одной стороны, у нас есть достаточно здоровые люди, которые через какое-то время техники перестают работать. И психолог здесь оказывается перед таким большим корытом разочарования, что он не может дальше двигаться. Да? Вот. А с другой стороны, у нас есть безумие. То есть у нас есть довольно безумные пациенты, разрушенные пациенты, на которых, там, во-первых, эти техники работают очень ограниченно, а во-вторых, не надо забывать очень такой важный факт, что они разрушают и психолога тоже, не только пациента, потому что мы забываем при том, что когда мне говорят, что вот, ну, нельзя там вот психологом работать и так далее. Да, нельзя, но как бы говорят про то, что вот психолог может навредить пациенту. Если психолог не делает, ну, то есть как бы если психолог пришел учиться, у него буквально там на второй-третьей неделе он принимает клятву психолога, не делать, то есть этический кодекс психолога, то есть он уже как бы не может там заниматься с ним сексом, там, брать с него деньги, там, как бы, ему там советовать ему, как жить, там, или вот что там устраивать какие-то совместную деятельность, то есть как-то эксплуатировать пациента. На это наложено вето уже просто тем, что он пришел в психологический институт. Даже он не стал там учиться. То есть он, в принципе, может работать, но проблема в этой работе в том, что чем более профессиональный психолог, тем дольше он может работать с пациентом. Да? А нам нужно, опять же, у нас есть, как бы, если мы говорим просто про снятие тревоги, то это может сделать вообще человек, ну, без опыта, то есть, ну, какой-нибудь экстрасенс, там, я не знаю, хиромант, таролог. Это все психологические техники, потому что, ну, по большому счету, психологии мы учимся всю жизнь. Это не что-то такое там закрытое, да, то есть мы учимся на наших детях, на наших родителях, на наших друзьях. Если вы кого-то там успокаивали, да, снимали его боль и отчаяние тем, что просто разговаривали с ним, ну, вы работали как психолог, это так называемая поддерживающая терапия. Проблема в раскрывающей терапии, как бы проблема профессионалов в том, что мы работаем без техник, да, то есть мы выдумываем, то есть вот задача выдумать что-то такое новое, что этот пациент еще не видел, а техники не дают такого результата. Вот. И главный такой момент, если вы не работаете, если вы типа учитесь впрок, то это образование не идет впрок. Когда вы работаете с пациентами, то вы видите, что вот эта социология, нейрофизиология, там, нейропсихология, вот какие-то специальная психология, они все ложатся, вы видите это в своих пациентах, и вы начинаете понимать, насколько это важно. Насколько важна философия. Потому что, ну, вся философия, она построена по большому счету на психологии там, людей. Да? То есть там, вся философия отвечает на вопрос, кто я, зачем я, почему я. И нам нужно понимать второй тезис, да, что не только психологи могут как-то повлиять, потому что психолог, даже если он поступил в институт, он уже ограничен этикой психолога. Да? Он с ним не вступает там, в сексуальные связи, он его финансово не эксплуатирует или каким-то другим способом, да, там, не эксплуатирует, не создает с ним какие-то совместные предприятия, что-то не делает с пациентом. Да. То есть вот эти вот, да, там, не бьет там, по голове сковородкой, не применяет запрещенных технологий, то, скорее всего, у него будет два результата. Либо у него пациент продвинется, либо у него ничего не произойдет. Третий результат, что пациент разрушится, если, скажем, психолог неправильно продиагностировал.
Вот это тоже очень серьезный результат, да, но зачастую пациенты безумные, они разрушают психологов, то есть они разочаровываются в профессии, это тоже нужно понимать, что не только пациенты влияют не только психологи влияют на пациентов, но и пациенты очень серьезно влияют на психологов. Они нас разрушают. То есть и наша задача создать нечто такое новое, что как бы не будет разрушать меня и поспособствовать развитию пациента. Собственно говоря, вот здесь вот и рождается вот это новое. Вот этому и учат, скажем, в долгосрочной терапии профессионалов. И по моему опыту, то, что я видел, те психологи, которые работали буквально с первого дня, они потом и продолжают работать психологами, идут там на квалификацию и так далее, повышают свой уровень. А те, кто не работали, те, кто откладывал на потом, они по большому счету никак потом и не работают психологами, да, или пытаются работать, и у них ничего не получается, потому что там с наскока этим не сможешь заниматься. То есть там многие мне писали, психолог не имеет права там первые, там, не знаю, 50 часов там брать с пациентов плату и так далее. Я, в общем-то, с этим не согласен, какая-то символическая плата должна быть, потому что, ну, тогда пациент будет думать, как бы, вот, мне это надо, либо не надо. И у них будет, у психолога, по большому счету, всего лишь два механизма, каким он показывает пациенту свою ненависть. Это когда он ограничивает время и берет плату. И в этом отношении лучше, конечно, брать плату, чтобы вот эта рамка, да, она была более четкая. Ну, в этом отношении задавайте вопросы. Если ролик понравился, там, ставьте лайки, там, пишите свои комментарии, то есть это помогает продвижению канала. Если я тут на что-то там не ответил, на какие-то вопросы не осветил, вы мне пишите, я буду отвечать. Если я что-то тут совершенно неправильное говорил, тоже пишите. Всем привет, подписывайтесь на канал, буду выпускать дальше видео.